Вот она, знаменитая белоснежная базилика Сакрэ-Кёр, что означает «Святое сердце». Она стоит на горе Монмартр, и ее видно практически с любой точки Парижа. Если вам не хочется стоять в очереди на Эйфелеву башню, то вы вполне можете насладиться отсюда видом города. Да и прогулка по Монмартру никого не оставит равнодушным. Посмотрите, как туристы облюбовали эти газоны. Еще бы, Париж как на ладони. Но мне кажется, что это не только туристы, но и парижане. На Монмартре всегда шумно, но весело. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Обязательный и неотъемлемый атрибут квартала Монмартр – это уличные музыканты. И здесь они лучшие из лучших. Вот так бы стояла и слушала его часами. Но, увы, впереди еще так много интересного. Ну вот мы почти и добрались. Ой, чудесное место, какое-то волшебное просто. По прошествии многочисленных войн и революций многие французы в конце XIX столетия оказались за чертой бедности, продолжая и дальше опускаться на самое дно. По мнению истинно верующих, из столь безвыходной ситуации может быть лишь один путь – вымолить прощение у высших сил. Самыми ревностными католиками оказались Александр Лежанти и Юбер де Флюри, которые в 1875 году обратились к парижанам с речью, в которой призывали собрать деньги на новый храм. Построить новую базилику в Париже значило искупить все свои мирские грехи. Почти 300 ступенек вверх по крутой винтовой лестнице. Но вот он, панорамный вид на Париж. И даже где-то там видно Эйфелеву башню. Сейчас. Так, наверное, получше будет. Вон она там, вдалеке.
мы сделали это. Чего я вам рекомендую на самом деле, потому что вид отсюда реально классный. Здесь можно провести не 5 минут, все полчаса, если не больше. Добро пожаловать на канал Ваш Дилетантов. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте делиться с друзьями. Я не стала подниматься на колокольню, предоставив это Володе. Очень крутая винтовая лестница и сложный подъем. Вход в собор бесплатный, но за проход наверх и допуск туда, где покоятся мощи святых, придется отдать 8 евро. Вот тот самый святой Георгий, не знаю уж как его поражающий копьем змея. Георгий Победоносец. Да, и вот там вот галерея, где по 3 окошка, вот там мы ходили, там панорамный вид на Париж. Это, собственно, Монмартр, где все картинные галереи, художники и прочее. Если вы думаете, что на Монмартр можно потратить пару часиков, то вы очень сильно ошибаетесь. Это место как магнит и для туристов, и для парижан. И его можно смело назвать самой парадоксальной частью Парижа. Рядом с духовными скрепами соседствуют вполне земные удовольствия. Чуть ниже от собора находится знаменитая Тертер, так называется площадь монмартрских художников. По одной из местных легенд, название Монмартр идет от Монмартириум, что означает «холм мученика». И это название он получил в честь христианского священномученика и первого парижского епископа Дионисия, жившего в 3 столетии. Тертер – это сердце Монмартра и главные здесь художники. А кругом тысячи и тысячи туристов, ресторанчики, сувенирные лавки и уличные музыканты. Как раз здесь мы и решили отпраздновать день рождения Володи. About this restaurant, good? Cadet de Gascogne. Yes, and what is it good? Yes, very, very good. What is it famous for? It's long time. It's, Long time? Yeah, yeah. 400 It's years. for 1085. 1000. Well, yeah. Open this. Yeah, yeah. So it's a very famous people, very famous person who eat here. Both. Until. Both. Oh, yeah. Значит, друзья, вот Володя сейчас пытается оценить вино, которое нам принесли. У него есть такая программка специальная. Очень приятное красное вино. Называется Буркель. Смотрите, Володя посмотрел это вино по своей программке. Да, вот оно показывает 3 и 4 звезды. Это очень-очень хорошее вино. Вот. Володя, если ты еще скажешь, сколько оно стоит? Про что? Сколько стоит? Сколько стоит такое? 32 евро. 32 евро стоит вот такая бутылочка. Ну, это в ресторане. Ну, в Так, ресторане. в магазине такую же бутылку, ну, наверное, да, евро да. 120. Так что очень рекомендуем. Если вы будете в Париже, берите такое вино хорошего качества. Так, значит, смотрите, ребят, нам принесли Первое впечатление было, что это рыба. Но это оказалось не рыба в этом, как его называется, в мясе. А я думала, что это голубцы какие-то, а оказывается это жареный сыр. Причем с мясом, опять же. Как это называется? В беконе. В беконе, точно. Да, сыр в беконе. Вы посмотрите, вот я его уже тоже разрезала. Ну, в общем, ну как Володя.
Необычненько. Необычненько. Так, все, я начинаю пробовать. Володя, что ты ждешь от Мулен Руж? Эффекта, выступления, классных эмоций и поздравления меня с днем рождения прямо со сцены. Понятно. Мулен Руж – это не просто всемирно известное кабаре, где девушки танцуют топлес. «Красная мельница» открылась еще в 1889 году. Ее особенностью было то, что на феерические представления приходили и люди среднего класса, и высшее общество. Оскар Уайльд, Зигмунд Фрейд и даже принц Уэльский. Кто только не выступал на этих подмостках: французский шансонье Шарль Азнавур, легендарная Эдит Пиаф, Фрэнк Синатра, Ив Монтан, Лайза Минелли, Михаил Барышников и Элтон Джон. И это далеко не полный список. Сегодня для многих туристов Мулен Руж – это символ Парижа. Пока вы смотрите эти фееричные кадры с нашего представления, я расскажу некоторые пикантные факты. Мулен Руж является одним из крупнейших покупателей шампанского в мире. Подумать только, его посетители выпивают приблизительно 240 тысяч бутылок в год. С момента своего открытия кабаре Мулен Руж никогда нигде не гастролировала. Лишь однажды, в 1981 году, труппа была приглашена в Лондон, чтобы выступить перед ее высочеством королевой Елизаветой II. Мулен Руж по праву считают родоначальником стриптиза. Однажды в 1893 году две разгоряченные шампанским натурщицы Сара Браун и Манон Левиль решили устроить мастер-класс по стриптизу прямо на столе. Причем раздеваться стали под музыку, пока не остались совсем без одежды. Некоторые из присутствующих в зале не оценили их творческий порыв и вызвали полицию. В результате дело дошло до суда, но все ограничилось штрафами. А стриптиз с этого времени уверенно шагает по планете и уже давно стал более популярным, чем канкан. Кабаре Мулен Руж появилась в парижском квартале Красных фонарей в 1889 году. Девушки из Мулен Руж, задирающие в канкане юбки, не одно десятилетие считались ужасно неприличными. Они будоражили фантазии гостей заведения, но не более того. Время и стоимость представлений в Мулен Руж. Ужин начинается в 7 часов вечера, первый спектакль в 9, второй в 11. Стоимость билета на шоу без ужина с шампанским – 110 евро.
Стоимость шоу с ужином и шампанским 225 евро. Возможны варианты. В следующем выпуске из Парижа мы покажем виды с Эйфелевой башни, музей духов Фрагонар и ночные виды Парижа. Не пропустите!